Привет, друзья! Рада видеть вас на канале Crochet Evolution. Изначально я планировала закончить котика в этом видео, но когда села за монтаж, поняла, материала так много и каждый штрих важен. Если я начну сокращать, вы упустите главные секреты. Я хочу, чтобы у вас получился идеальный результат, поэтому решила разделить финал на две подробные части. Сегодня мы займемся главным – лицом нашего котика. Мы правильно пришьем мордочку и закрепим глазки, сделаем утяжку и вышивку носика. Я покажу, как придать ему рельефную форму и аккуратно вышить, чтобы он выглядел реалистично. После этого урока у вас будет полностью готовая голова с характером. Ну что, готовы? Начинаем! Прежде чем пришить мордочку к голове, сделаем глазки. Для этого отступаем 4 столбика без накида от низа. Можно посчитать по петлям. Вот последняя. 1, 2, 3, 4. И отступаем 1 ряд от края. Вот здесь будет располагаться первый глаз. Сейчас расширю отверстие, для того, чтобы удобно было вставить глазик. Получается где-то вот здесь, на уровне носика. Напомню, 5 миллиметров я использую глазки на безопасном креплении. И продеваем вот сюда насквозь. Хорошо, вот сюда их подтягиваем. Вот так получилось. То же самое делаем напротив. Вот 1, 2, 3, 4. Вот здесь. Расширяем и вставляем глазик. Вот так получилось. Теперь сделаем разметку вот здесь. Отступаем 8 рядов снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За 8 рядом будут глазки. И 5 столбиков от маркера. 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз проверю. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь будет отверстие одно. И второе отверстие будет через 9 столбиков. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Расширяем отверстие. Аккуратно, чтобы не повредить полотно. Вот одно. И второе. Теперь вставляем глазки в эти отверстия. Вот таким образом. Закрепки я пока не ставлю, чтобы удобно было пришить мордочку. Теперь заправляем вот этот остаток нити в иголку и пришьем.
Вот хорошо выкладываем мордочку. Теперь закрепляем вот здесь уголок. Подхватываю вот здесь за голову и вывожу под косичкой. Теперь буду шить таким образом. Один стежок подхватываю вот за голову и вывожу под косичкой. И вот таким образом нам необходимо будет пройтись по всей окружности. Покажу еще раз. И подтягиваем. Встретимся, когда таким образом прошьем вот сюда, до вот этого уголка. Готово, я довязала вот сюда. Теперь ставим закрепки. Вот с одной стороны. Хорошо плотно их закрепляем. И с другой стороны. Готово. Проверяем, чтобы глазки были хорошо закреплены. Теперь нам необходимо добавить холофайбера совсем немножко. Вот сюда под носик и вот здесь между глазками. Только чтобы придать форму. Я делаю это с помощью ножничек. То есть смотрите, главное, чтобы вам нравилась форма, которая получается. Все, пришиваем. Пришила. Здесь делаем закрепку и прячем ниточку. Оставляю ее внутри. Теперь наполню голову холофайбером и мы ее довяжем. Мы провязали с вами 14 рядов. Теперь вяжем 15. 2 столбика без накида убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, первая, убавка, 1, довязываем ряд, 2 и 6-я убавка. Провязали 15 ряд, получается 18 петелек. 16 ряд, 1 столбик без накида убавка. Повторяем 6 раз. 1, первая убавка, 1, вторая, убавка. И до конца ряда повторяем так еще 4 раза. Провязали 16 ряд, получается 12 петелек. И сейчас необходимо заполнить все пустые места
холофайбером. Вот так получилось. Теперь провяжем последний ряд. 17 ряд, 6 убавок. Первая убавка, вторая убавка. И так до конца ряда повторяем еще 4 раза. Довязала. Теперь делаем соединительный столбик. И отверстие необходимо будет стянуть. Маркер я убираю. Если необходимо, сюда еще можно добавить немного холофайбера. И стягиваем точно так же, как мы делали с лапками. За передние полупетельки просто продеваю ниточку. Продеваем и затягиваем в конце. Потом прячем вот этот остаток внутрь. Получилась вот такая голова. Заправляем теперь нить темно-коричневого цвета и сделаем утяжку. Мордочка, в принципе, получилась рельефная, можно оставить так. Но я еще делаю небольшую утяжку. Для этого прячу узелок и вывожу иголку вот здесь. Вот так. Теперь вот здесь я немного сделаю сужение, вот здесь, а дальше пойду на расширение утягивать. Поэтому здесь вот маленький стежок почти в то же самое место. Вывожу горизонтально напротив и подтягиваю. И здесь чуть-чуть выше ввожу и вывожу в том месте, где были изначально. Вот так. И теперь буду двигаться вот так, делая утяжку, но при этом, чтобы носик был широкий. Вот практически возле глаз. Вот так. Здесь вниз возвращаюсь, а здесь вывожу вот возле глазика верхнюю точку стежка. И последний сделаю стежок вот здесь. Надеюсь, видно. Подхватываю холофайбер под низом. Вот так. И возвращаюсь. В эту точку. И вот такая мордочка реалистичная получилась. Теперь выведу иголочку вот сюда вниз. Для того, чтобы сделать узелок и остаток спрятать внутрь. Вот так. Теперь делаю узелок. И остаток прячу внутрь.
Вот так аккуратно получается. Отрезаем ниточку. Сейчас сделаем вышивку. Заправила нитку синего цвета. И теперь вывожу иголочку вот здесь. Узелок спрятали. Стежок нам необходимо сделать таким образом, чтобы вот эта ниточка была только снизу. Поэтому вот сюда я иголку вставляю. Из-за закрепки не очень удобно ее выводить сразу внизу. Поэтому я ее вывожу здесь, где удобно, между столбиками. Вот так. И возвращаюсь вот сюда под глазик. Вот так. Вот здесь главное, чтобы было именно между столбиками. Вот, чтобы все было аккуратно. И не было видно синей нитки. Теперь вот здесь под ниточку завожу. Это для того, чтобы закрепить. Вот сюда вставляю. И снова вывожу, где удобно. Главное между столбиками. Вот так получилось. И то же самое делаю с этой стороны. Вот сюда. Вот здесь ничего не видно. И снова сначала сделаю стежок и потом закрепку. Сделала. После того, как я сделала вот эту вторую закрепку, ниточку я вывела вот сюда вниз. Здесь мы будем пришивать голову к туловищу. И вот этой закрепки здесь не будет видно. То есть вот здесь я делаю узелок и затем ниточку прячу внутрь. Вот так получилось. Теперь вышьем бровки. Заправила нить светло-коричневого цвета. Тоже прячу узелок. И вывожу иголочку вот здесь. То есть где-то на уровне низа глазика. Вот так. И вот в этом месте вывожу. Визуально посмотрите, чтобы вам нравилось, как получается. Можно выше, ниже сделать. Вот так. И теперь вот сюда. Вывожу иголку точно так здесь внизу, где не будет видно закрепок. Вот так получается. Делаю узелок, ниточку прячу внутрь тоже. Или можно хвостики вот здесь оставлять, их потом спрятать внутрь шеи. Теперь сделаем вышивку носика.
прячу узелок. Ширина носика будет где-то 3 столбика. Тоже можете делать покрупнее, помельче. Ну, даже где-то 2,5. Делаем сначала разметку, то есть вот такой треугольник. Надеюсь, видно. Вот так, чтобы было равномерно. Да, кстати, я специально связала вот этого котика, чтобы показать вам, какая будет вышивка, потому что в этом на камеру не очень видно из-за темного цвета ниточек. Поэтому, чтобы визуально было понятно. Вот сюда. И теперь вот здесь вверху. Снова вывожу в центр. Носик здесь очень маленький, поэтому буквально здесь несколько стежков нужно сделать. Вот такой треугольник получается. Подтяну. И вот так вот просто закрасить нам необходимо. Вот таким образом. Принцип, я надеюсь, понятен. Делаем вот несколько стежков вот так подряд в сторону. Надеюсь, видно. Делаю последний стежок и вывожу вот сюда в центр. Вот так. И теперь можно сделать вот такую вертикальную линию и затем улыбку, а можно прямо отсюда из центра сделать улыбочку. Я сделаю вот так. Вот сюда. И вывожу равномерно с этой стороны. Так. Теперь возвращаюсь и вывожу сюда тоже, чтобы сделать закрепку и ниточку спрятать или оставить. Вот так получилось. Теперь пришьем ушки. Делаем разметку. Я пришиваю ушки вот по центру, посередине получается головы. Вы можете делать как больше вам нравится. Можно ниже вот сюда сделать или ближе сюда. Это уже на ваше усмотрение. Сейчас сделаю разметку. Так. Вот одно ушко. И второе. Заправляем вот этот остаток в иголку и пришиваем.
Пришиваем точно так, как мордочку. Чтобы видео не затягивать, я покажу уже в готовом виде. Я надеюсь, принцип понятен. Готово. Вот так выглядит. Ух, какая тонкая работа! Посмотрите на него, он уже смотрит на вас. Мы сегодня проделали огромный труд. Утяжка, вышивка носика, оформление глаз. Именно эти детали отличают простую игрушку от реалистик амигуруми. В следующей заключительной части нам останется совсем немного. Полностью собрать игрушку, пришить голову к телу, лапки и хвост, добавить усы и связать красный ошейник. Напомню, что на канале доступна спонсорская подписка, оформив которую вы получаете ранний доступ к видео. Ваша поддержка помогает мне снимать такие подробные уроки, не упуская ни одной мелочи. Кнопка «Спонсировать» под видео. Обязательно напишите в комментариях, как вам процесс оформления. Получилось ли сделать носик аккуратным с первого раза? Жду ваши впечатления. Я желаю вам вдохновения, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока!